Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. На канале Practical Russian мы изучаем русский язык. Сегодня я хочу рассказать вам, где я провела выходные. Я уезжала из города, я была не очень далеко, и я была там не очень долго. В этом видео мы будем изучать слова дальше, дольше. Я объясню вам разницу и как использовать эти слова. Поэтому смотрите видео до конца. К видео будут аудио и PDF-файлы, ссылка внизу. Вы можете слушать мои подкасты, эти подкасты для самостоятельной работы, ссылка внизу. И у меня для вас бесплатный файл, там 150 полезных фраз, как заказать что-то в ресторане и другие. А сейчас, где я провела выходные? Поехали! Так вот, моя история. Где я провела выходные недавно, как долго я была там и как далеко это было. Недавно я была на турбазе. Турбаза значит туристическая база. Еще во время Советского Союза были такие базы для отдыха. Сейчас она более современная. Эта база находится в лесу. Она находится рядом с водой. Там было море, там был лес, там свежий воздух. Там было очень хорошо. Мне очень понравилось. Там мы много гуляли. Мы гуляли в лесу, мы отдыхали у воды, мы дышали свежим воздухом. Но был один минус. Эта база находится немного далеко от города. Я ездила туда со своими друзьями. Я была там с друзьями. Мы приехали туда в пятницу, и мы уехали оттуда в воскресенье. Мы были там 2 ночи. Мы приехали туда на машине, и мы уехали оттуда на машине. Мы ехали туда 2 часа от города. Мы ехали туда долго, потому что эта база находится далеко. Обратно мы ехали 1 час 30 минут. Обратно мы ехали 1,5 часа. Почему обратно было не так долго? Почему обратно было быстрее? Туда мы ехали из центра города в пятницу днем. В пятницу были пробки на дорогах, и поэтому мы ехали долго. Мы ехали долго туда. Обратно мы вернулись быстрее. Туда было дольше, чем обратно. Мне понравилась эта поездка. Я наконец-то отдохнула. Я много работала в последнее время. И там я отдохнула от работы. Это немного далеко от города, и мы были там не очень долго. Мы хотели остаться там дольше, но мы не могли. В понедельник все начинают работать, и нам нужно было вернуться домой. В понедельник все начали работать, поэтому мы не могли остаться там дольше. Мы не могли остаться там больше времени. Я люблю ездить на машине, я люблю сидеть и смотреть в окно. Обычно в машине есть водитель, я только пассажир. И я люблю смотреть в окно и думать о чем-то. Я люблю эти далекие путешествия на машине.
Это была хорошая поездка, я отдохнула. Эта турбаза была немного далеко, но это не страшно. Мы были там только 2 дня, мы не могли остаться дольше, но это тоже не страшно. Я люблю путешествовать. Какую самую далекую страну я посетила? Я думаю, это была Индия. Индия находится далеко. Я помню, я летала в Индию на самолете. Возможно, сначала я прилетела в Москву, и потом из Москвы у меня был рейс в Индию. И этот рейс был долгий, это был длинный рейс. Кажется, 8 часов нужно лететь из Москвы в Индию. И я помню свою самую долгую поездку. Да-да, ой, это было очень трудно. Я жила в Сербии, и я ездила на автобусе из Белграда в Будву. Будва — это город в Черногории. Сербия и Черногория соседи. Сербия граничит с Черногорией, и я ездила на автобусе из Белграда в Будву. Ой, это была самая долгая поездка. Я помню, это заняло 12 часов на автобусе. Если честно, это не так прекрасно. Это было трудно. Да-да, это была моя самая долгая поездка. 12 часов на автобусе. Сейчас я хочу объяснить грамматику. Долгий, дольше, самый долгий. Когда мы говорим о времени, мы используем слово долгий. Делать что-то долго или дольше, когда мы сравниваем. Например, встреча была дольше, чем он планировал. Встреча была дольше, чем он планировал. Ты долго собираешься. Ты долго собираешься. Мы долгое время не общались. Мы долгое время не общались. Такой долгий день сегодня. Такой долгий день сегодня. Я уезжаю надолго. Я уезжаю надолго. Надолго значит на долгое время, на год или на 2 года. Еще долго? Еще долго, когда мы хотим знать, сколько еще нужно времени. Мы хотим остаться там подольше. Мы хотим остаться там подольше. Подольше значит чуть больше времени. Далекий, дальше, самый далекий. Когда мы говорим о расстоянии, мы используем слово далекий. Далеко от чего-то, магазин находится далеко от дома. Дальше, когда мы сравниваем расстояние, озеро находилось дальше, чем мы думали. Озеро находилось дальше, чем мы думали. Ой, это очень далеко. Это очень далеко. Мы будем здесь, недалеко. Мы будем здесь, недалеко. Что мы будем делать дальше? Что мы будем делать дальше? И у меня для вас еще 2 примера. Нам еще долго ехать? Нам еще долго ехать? Нас интересует время. Сколько времени нам еще ехать? Или другой вопрос. Нам еще далеко ехать? Нам еще далеко ехать? Нас интересует расстояние. Сколько километров нам еще ехать? Я надеюсь, вы понимаете разницу. Сегодня у меня к вам 4 вопроса. Вопрос номер 1. Какую самую далекую страну вы посетили?
Какую самую далекую страну вы посетили? Вопрос номер два. Какая самая долгая поездка была в вашей жизни? Какая самая долгая поездка была в вашей жизни? Вопрос номер три. Вы живете далеко от центра города? Вы живете далеко от центра города? Вопрос номер четыре. Что вы планируете делать дальше? Что вы планируете делать дальше? Хорошая работа. Это был урок для уровня Beginner. Я надеюсь, сейчас вы лучше понимаете эти два слова. Пишите в комментариях свои ответы. Сегодня мы изучали слова «дальше», «дольше». Вы можете использовать аудиофайл и транскрипцию. Вы можете послушать аудио несколько раз. Вы можете прочитать транскрипцию несколько раз. Так вы лучше запомните новые слова и фразы. У меня есть подкасты для уровня Intermediate. Они для самостоятельной работы. Вы можете слушать их. Ссылка внизу. И у меня для вас бесплатный файл, где 150 полезных фраз. Ссылка внизу. Вы уже занимались русским языком сегодня или еще нет? Как правильно использовать уже еще я рассказывала в этом видео. До встречи!